Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Заметила, что очень интересно самостоятельно подбирать ткани и придумывать узор. Полет фантазии. Мне бы птицей в небе нарезать круги. Век бы не отмылись все мои враги. Но сегодня у нас радостное, светлое, весеннее настроение. Поэтому и ткани берем красивые. Нарежем полоски шириной 5 сантиметров, а длиной 40 сантиметров. Я указываю свои размеры, а вы можете взять свои. Все будет зависеть от размера изделия, которое вы хотите получить. Для начала все ткани разберем по цветам. Отдельно соберем желто-оранжевые оттенки. Работа над блоками самая простая. Мы сшиваем полоски между собой длинными сторонами. Ткани старайтесь подавать равномерно, ничего не тяните. Строчку делаем мелкой, крепкой. Закрепки ставим обязательно. Вот про закрепки. Почему-то каждый раз в комментариях кто-то начинает писать, что они не нужны. Еще раз объясняю. Закрепки ставим всегда и везде. Если надо, то и 2 раза можно шов прошить. У себя вы шейте так, как хотите, но не вводите в заблуждение других людей. Все остальные ткани мы также распределяем по цветам. Фиолетово-розовая гамма, зеленая, сине-голубая. Готовые блоки проутюживаем, подтягиваем и расправляем все швы. Дальше тщательно промеряем блоки. У меня было 9 полосок. Ширина полотна получилась 34 сантиметра. Подравниваем края и отрезаем лишнюю ткань. Получившийся квадрат разрезаем по диагоналям. Получаются 4 треугольника с разным рисунком. То же самое делаем и с остальными заготовками. А вот теперь уже можно приступать к сочинению узора. Вы заметили, что часть деталей получилась с горизонтальными полосками, а часть с вертикальными. Все вертикальные соберем вместе, а из горизонтальных блоков получится свой узор. Нам остается только их сшить. При работе за швейной машинкой тщательно следите, чтобы совпадали места стыковок швов. Конечно же, шьем экономно, одну деталь за другой, гирляндой. Нитки не обрываем. После этого отсоединяем готовые детали, расправляем швы и делаем еще одно соединение. Работа с утюгом обязательно на каждом этапе. Здесь надо работать осторожно, потому что очень много косых срезов и ткань легко тянется. Смотрите, у нас получается 4 блока. 2 с горизонтальным расположением полосок, а 2 с вертикальным. Составляем из них композицию. А как быстро сшить вместе 4 детали, вы все уже давно знаете. Соединяем вместе 2 верхних квадрата, затем сразу же к ним присоединяем и 2 нижних, а затем прошиваем одним горизонтальным швом. Середина готова. Размер 60 на 60 сантиметров. Увеличивать размер покрывала будем за счет каймы. Сначала со всех сторон обошьем темно-зелеными полосками. Потом продолжим работу цветными деталями.
Полосатые заготовки шириной 15 сантиметров. Готовое одеяло должно быть прямоугольным, поэтому с двух противоположных сторон пришьем узкую кайму. Для этого широкие цветные детали разрежем вдоль пополам и продолжим ими рисунок одеяла. Оставшиеся две стороны продолжим широкими деталями. Размер топа, конечно, увеличился, но сделаем еще широкую кайму из темно-зеленой ткани шириной 15 сантиметров. Получилось очень интересно. Знаете, девочки, видимо, я устала от больших тяжелых одеял, поэтому обратную сторону сделаем из термостежки. Пойдем по пути наименьшего сопротивления. Соединим вместе лицом к лицу лоскутную часть и термостежку. Прошьем их вместе по краю, как пододеяльник. Затем вывернем наше покрывало, разложим на ровной поверхности и зацепим английскими булавками для квилтинга. Они изогнутой формы. Стежку сделаем самую простую, прямыми линиями. А строчку выберем декоративную, трикотажный шов, зигзаг в 3 прокола. Таким способом легче прошивать толстые ткани. Свободный край надо свернуть в плотную трубочку, так его легче протягивать в рукав швейной машинки. И получилось прекрасное лоскутное покрывало. Оно не очень большое, 1 на 1,20 м, размер детского одеяла. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Думаю, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Жду вас всех в своих группах ВКонтакте, Одноклассниках и на Рутубе. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!